Всем привет, дорогие друзья! Однажды в интернете я увидела вот такую вот красоту 3D желе. Я, конечно же, была в восторге. Я не понимала, как можно такое сделать. И я начала узнавать. Я увидела вот такие вот насадки, с помощью которых и можно сделать такие 3D цветы. Я посмотрела несколько видео и поняла, что это делать очень даже легко. И я начала готовить 3D желе. Легко это или сложно, вы узнаете с моего видео. Итак, смотрим, что же у меня получилось. Для начала я побежала и купила вот такие вот насадки, чтобы делать эти замечательные 3D цветы. В наборе идет вот такой 20-кубовый шприц, его можно приобрести также в аптеке. Вот я купила еще один для замены, для удобства. И иголочка маленькая нам также пригодится. Вот показаны сами насадки. Смотрите, есть A, B, C, D, G, по-моему, буквы. Это обозначение этих насадок, они различаются друг от друга. Вот у меня именно буковка D. Держатся насадки на вот таких вот крепежах, довольно-таки плотно, поэтому потерять их будет сложно. Очень удобно хранить. Насадки есть, это уже хорошо. Теперь берем желе. У меня лимон и персик. Пробуем приготовить. Сначала персик. Берем 400 мл воды, наливаем в сотейник, кипятим. Остывает оно 80-90 градусов и засыпаем желе и тщательно перемешиваем. Как видим, желе не очень светлое. Это я взяла персик. Но будем пробовать с персика. Выливаем в емкость прозрачную. Здесь оно светлее, но не такое, как надо. Теперь приготовим лимонное желе. Как видим, уже желтенькое, немного светлее. Можно добавить в персик. Я напоминаю, я сегодня экспериментирую для себя. Также я беру желатин и хочу немного в лимонное желе, следующую порцию, добавить больше воды и добавить желатина, чтобы, естественно, лучше держалось. Тогда будет оно светлее и уберет немножко кислоту лимонную. Засыпаем лимонное желе. А в это время набухает у нас желатин. Мы его заливали холодной водой. И как только желе остынет до 80 градусов, отправляем туда желатин и хорошенько перемешиваем. Как видим, у меня уже здесь больше жидкости. И соединяем все желе вместе. Вот такой вот яркий желтый цвет у меня получился. Также готовим молочное желе. Для этого молоко добавляем сахар, ванилин и набухший желатин. Примерно на 1 стакан 1 столовая ложка. Немножко остынет и добавляем гелевые красители. Вот у меня 4 цвета. Именно в молочное желе надо добавлять цвета, потому что будет более насыщенный цвет наших цветочков. Разбавляем краситель с молочным желе и добиваемся нужного вам результата. Первый цвет у меня получается розовый. Далее я буду готовить зеленый для листиков, синий, а также желтый. Такая вот будет невероятная палитра цветов для наших будущих цветов. Теперь будем пробовать вот в таких вот маленьких пиалочках. Потренируемся. Берем шприц и протыкаем такие вот дырочки и заполняем молочным желе белым. Это будет серединка. Я, конечно, не ожидала, что будет столько выделяться жидкости на поверхности. Уходит очень много салфеток. Может, я что-то делаю не так, но я вот так вот смотрела именно такой способ и вам показываю, получается он или не получается. Теперь берем треугольную насадочку. И, как видим, опять выделяется очень много жидкости. Все время нужно промакивать такой вот салфеткой. И продолжаем работать, делать лепесточки.
Сразу прошу прощения, если будут смотреть меня профессионалы, которые уже знают, как это делать, и будут ругаться. Не ругайтесь, я действительно пробую, показываю девочкам, которые действительно будут делать это первый раз, и тоже посмотрели видео профессионал, думают, как это легко. На самом деле, конечно, что-то да, не так получается, но результат, я вам сразу скажу, мне понравился. Теперь берем листики, насадка такой листик, и делаем вот такие вот по бокам листики. Напоминаю, это у меня фиалочка пробная, большой торт у меня еще в холодильнике. И в конце мы заливаем белым желе как основу. Ну что ж, приступаем к основному торту. Итак, берем также белую иголочку и делаем вот такие вот проколы серединка. Как видите, сбоку можно увидеть, получается довольно-таки неплохо. Очень красивые полосочки. Серединку заполняем как можно чаще, больше, чтобы она была такая насыщенная, не пустая. Теперь берем следующую насадку и работаем по кругу. Делаем прямо возле серединки сначала такие проколы вблизи, и дальше все больше и больше отступаем. Работаем все по тому же принципу. И что касается основы, также можно ее взять с ананасового желе, я просто его не нашла, или же сварить самим сироп. Вода, сахар, лимонная кислота, естественно желатин. Тогда будет основа прозрачная и цветы будет видно достаточно хорошо, и они будут очень яркие. Видите, я угол увеличиваю, я уже ввожу насадку под другим углом, более открытым. Сейчас поменяем насадку и также продолжаем под углом прокалывать, и уже видим, как наполняются эти лепесточки, и получается довольно-таки неплохо. Красивый очень цветочек. Мне уже нравится. Делаем следующий цветочек, та же серединку я уже делаю желтенькую, таким же способом, как и первым цветочке. С помощью тоненькой насадочки делаем лепесточки возле серединки и постепенно раскрывать угол, делать цветок более открытым. Останавливаться на этом торте я не собираюсь, я обязательно буду продолжать их готовить, учитывать все ошибки, исправлять их, и обязательно сниму видео и покажу, чему я научилась, так что ждите. Теперь я взяла более широкую насадку и еще больше раскрываю лепесточки, раскрываю цветок, он будет уже широким, пышным, таким вот красивым. И делаем теперь третий розовый цветочек. Начинаем все, естественно, с серединки. И дальше с помощью насадки сердечко. Сначала маленькое возле серединки, а дальше берем побольше и также увеличиваем угол. Продолжаем делать цветок больше и пышнее. Заливаем цветом, чтобы цветы казались более объемные и не пустые. Теперь с помощью насадки листик делаем листочки возле наших цветочков. Теперь, как только цветное желе остынет, мы заливаем сверху белым желе, это будет основа, и отправляем в холодильник. Вот маленькие пробные 3D желе уже готовы. Опускаем в теплую воду. Шпажкой проводим по бокам, чтобы отделялось хорошенько. И когда вы уже увидите, что хорошо отделяется, только тогда уже переворачиваем. И вот такие вот маленькие цветочки у нас получились.
наш торт я еще добавила вишневого желе сверху. Опускаем форму с желе в теплую воду, держим там секунд 30-40, после чего проводим шпажкой по краям и смотрим, чтобы хорошенько желе отставало от формы. Это очень важно, потому что если торт переломается, все ваши усилия будут зря. Как видим, у меня отлично отстает от формы. Но вот такой результат у меня получился. Было ли легко, как мне казалось? Нет, но результат меня порадовал. Пробуйте вместе со мной, готовьте с любовью. Если вам понравилось наше видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всем спасибо за просмотр!